На орбите Марса обнаружили нечто поистине удивительное. В начале 2023 года астрономы, сканирующие поверхность и орбиту Красной планеты, наткнулись на загадочный объект, который мгновенно привлек внимание научных кругов по всему миру. Этот объект, получивший неофициальное название «Марсианский гость», внешне отличается от всего ранее наблюдаемого нами в Солнечной системе. Он имеет гладкую поверхность и форму, напоминающую идеально округлую сферу, что уже само по себе вызывает недоумение. Что еще более интригующе, объект движется по стабильной орбите, не подвергаясь значительным гравитационным влияниям, которые могли бы его сместить. Это открытие вызвало множество вопросов, поскольку естественные процессы обычно создают крайне неправильные и хаотичные формы, особенно в условиях, подобных марсианским. Первоначально было выдвинуто множество гипотез о его происхождении, от космического мусора до останков древнего спутника. Тем не менее, изучение спектральных характеристик объекта показало, что его материал не соответствует ни одному известному земному или космическому элементу. Этот факт только подогрел интерес и породил многообещающие, но пока недоказанные версии о его внеземном происхождении. Без сомнения, перед нами стоит уникальная загадка, которая требует тщательного изучения. Однако, как только загадка появилась, началась череда научных споров и дискуссий, которые только добавили масла в огонь. Открытие объекта на орбите Марса в считанные дни стало настоящей сенсацией в научных кругах. Ученые со всего мира принялись выдвигать самые разнообразные теории, стремясь объяснить его происхождение и назначение. Одной из первых гипотез стало предположение, что это может быть заблудший спутник, запущенный одной из древних цивилизаций, которая существовала задолго до нас. Ведь идеально сферическая форма и гладкая поверхность так не характерны для естественных космических тел, что это неминуемо заставило задуматься о чьей-то рукотворной деятельности. Другие ученые обратили внимание на то, что объект движется по орбите с такой точностью, которую не просто объяснить случайным образом. Их теория предполагала, что объект является частью большего механизма, созданного для исследовательских целей. Возможно, это своего рода маяк или станция для изучения Марса и его окрестностей. Некоторые даже предположили, что объект предназначен для сбора данных или передачи информации через космическое пространство. Были также высказаны более смелые версии, предполагающие внеземное происхождение объекта. Такие предположения раскрывают возможность того, что наша Солнечная система уже давно находится под наблюдением со стороны других разумных форм жизни. Несколько астрономов обратились к истории с целью найти прецеденты и аналогичные случаи, однако такое необычное сочетание характеристик объекта оказалось беспрецедентным. Тем временем ученые продолжают анализировать его спектр и структуру, надеясь обнаружить ключевые подсказки, которые помогут лучше понять, с чем именно они столкнулись. В ходе работы над анализом выяснилось, что материал объекта не только уникален, но и содержит неожиданные химические соединения, что добавляет новое измерение к и без того запутанной головоломке. Эти открытия только усугубили необходимость в скорейших исследованиях и проверке теорий, ведь, несмотря на все усилия, ни одна из выдвинутых гипотез пока не получила окончательного подтверждения. На фоне множества гипотез и догадок ключевым моментом в исследовании марсианского гостя стали детальные снимки, сделанные с помощью современных космических телескопов. Эти изображения, полученные с невероятной четкостью, позволили ученым рассмотреть объект в мельчайших подробностях. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие каких-либо следов эрозии или физического воздействия, что весьма необычно для объектов, находящихся в космическом пространстве. Это обстоятельство только усилило загадочность находки. Более тщательное изучение снимков выявила множественные линии и узоры, тянущиеся по поверхности объекта, напоминающие сложные механические структуры. Эти детали выглядят как искусственно созданные, что побудило исследователей предположить возможное технологическое предназначение объекта. Некоторые из линий продольно объединяются в более крупные формы, создавая впечатление, что перед нами не просто гладкая сфера, а нечто более сложное и интригующее. Эти особенности еще больше подтолкнули теории о внеземном происхождении, вызывая множество дискуссий о возможных функциях объекта. Особое внимание привлекли области объекта, которые на снимках показали слабые свечения в инфракрасном диапазоне. Это свечение может указывать на внутренние процессы, происходящие в объекте, что в свою очередь может намекать на его функциональность. Однако на сегодняшний день нет четкого понимания, что именно вызывает это свечение – естественные процессы или, возможно, результат работы скрытых механизмов. Несмотря на все усилия, результаты анализа остаются неоднозначными. Исследователи продолжают разрабатывать новые методы изучения объекта. К примеру, планируется использовать более мощные инструменты для детектирования его состава и структуры. Впереди еще длинный путь, полный загадок и открытий, которые могут перевернуть наше представление о космосе и внеземной жизни. Но что таит в себе
себе этот марсианский гость и какие новости принесут дальнейшие исследования. Это остается одной из самых интригующих загадок современной астрономии. Пока ученые пытаются разгадать тайну происхождения марсианского гостя, споры об его настоящей природе не утихают. Одной из самых захватывающих гипотез является предположение, что объект может быть следом древней марсианской цивилизации. Находят ли эти догадки подтверждение? История знает случаи, когда следы древних цивилизаций были обнаружены в самых неожиданных местах, и Марс всегда вызывал интерес как возможный дом для давней жизни. Однако некоторые исследователи сомневаются в том, что объект — дело рук исчезнувших марсиан. Другие ученые более склоняются к версии о внеземном происхождении. Они приводят в пример необычные линии и узоры на объекте, которые могут быть следами разработанной технологии. Подобные доказательства, хотя и редкие, но встречаются в других частях нашей Вселенной. Этот подход вызывает огромное любопытство, особенно среди тех, кто полагает, что наша планета давно находится под наблюдением других цивилизаций. Если эта теория верна, то объект может стать первым реальным подтверждением существования внеземной жизни. Между тем, команды исследователей продолжают искать улики, которые смогли бы раз и навсегда прояснить происхождение объекта. Они надеются применить новые методы дистанционного анализа и моделирования, чтобы лучше понять его структуру и назначение. Существует также вероятность отправки к объекту конкретной миссии с целью побывать на его поверхности и детально изучить каждый дюйм. Что же откроют нам будущие исследования марсианского гостя? Как эта находка повлияет на наше восприятие космоса и жизнь во Вселенной? Ученые продолжают искать ответы, ведь каждый новый шаг может раскрыть тайну, которая долгое время оставалась скрытой от человечества. Как только споры вокруг марсианского гостя начали набирать обороты, внимание было обращено к ранее обнаруженным аномалиям в нашем космическом пространстве. Одним из самых известных случаев является загадочный объект, найденный на поверхности Луны в середине 20 века. Этот объект, прозванный лунным артефактом, также вызывал множество дискуссий и предположений о его происхождении. Внешняя гладкость и геометрически правильная форма быстро породили теории о его искусственном происхождении, но до сих пор ничего подобного так и не было подтверждено. Другой пример. Легендарный сигнал «Вау». Этот узкополосный радиосигнал, зафиксированный астрономами, до сих пор остается одной из самых загадочных находок в истории астрономии. Некоторые исследователи по сей день полагают, что это может быть сигнал внеземного происхождения, но, как и с марсианским гостем, четких подтверждений не существует. Несмотря на десятилетия исследований, природа этого сигнала остается необъясненной и порождает много гипотез. Сопоставление этих случаев с находкой на орбите Марса подчеркивает важность изучения подобных аномалий. Каждый из них обладает своим уникальным набором необъяснимых характеристик, которые подрывают привычные представления и вызывают у ученых желание добраться до сути. Некоторые исследователи утверждают, что наличие в нашей системе сразу нескольких таких аномалий может указывать на систематическое присутствие следов внеземных цивилизаций. Однако критики этой теории считают, что перед нами лишь неполные фрагменты головоломки и требуется больше данных для полноценных выводов. С каждым новым открытием границы нашего понимания раздвигаются, и марсианский гость — это только веха на этом пути. В будущем исследования аномалий прошлого могут пролить свет на тайны, которые ускользают от нас сейчас. Что же ожидает исследователей впереди, остается лишь гадать, но каждое открытие приближает нас к разгадке тайны, которая может изменить наше восприятие Вселенной. Пока многие ученые с энтузиазмом продолжают изучать марсианского гостя. Существует группа скептиков, которые считают, что объект может оказаться не больше, чем случайной формацией. Они утверждают, что в космосе часто встречаются объекты необычных форм, и это вовсе не обязательно связано с вмешательством разумной жизни. С их точки зрения, гладкая поверхность и сферическая форма объекта могут быть результатом долгих процессов, происходивших на протяжении миллионов лет, таких как выветривание под влиянием микрометеоритов или воздействие солнечной радиации. Скептики напоминают, что на Земле тоже существуют природные феномены, которые сперва кажутся созданными кем-то или чем-то умным, например, сферические камни в Новой Зеландии или знаменитые плато с ровными линиями в пустынях. Все они имеют свое логическое объяснение и приводят в пример, что природные процессы способны на удивительные формы и структуры. Обсуждая сложные линии и узоры на объекте, группа скептиков утверждает, что они могут быть не более чем случайными трещинами или следами от геологических процессов. Но какие именно процессы могли бы вызвать такие точные и симметричные узоры? Это вопрос, на который еще предстоит ответить. В их глазах это не более чем цепь совпадений, которой сегодня недостаточно данных, чтобы уверенно утверждать иное.
Тем не менее, критики не отрицают, что они поддерживают продление исследований. Они подчеркивают важность дальнейшего анализа и сбора данных, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Они считают, что абсолютно необходимо проявлять осторожность перед тем, как делать выводы, и не склоняться к крайним теориям без достаточных доказательств. Однако, вне зависимости от позиции, все согласны, что марсианский гость остается одним из самых захватывающих объектов в современном космическом исследовании, и каждая из сторон надеется на дальнейшие открытия, которые смогут пролить свет на эту таинственную находку. В то время как тайна марсианского гостя продолжает озадачивать, международное научное сообщество объединилось в обсуждениях и дебатах, стремясь собрать воедино все знания и ресурсы для преодоления этой загадки. Страны по всему миру, от Соединенных Штатов до Японии и Европы, активно делятся данными и гипотезами в надежде, что совместные усилия помогут пролить свет на природу загадочного объекта. Это сотрудничество не только говорит о важности находки, но и подчеркивает вклад, который может сделать каждый, независимо от национальности или научного направления. Образование международных команд специалистов стало ключевым шагом на пути к решению этой задачки. Физики, астронавты, инженеры и специалисты других направлений объединились, чтобы обмениваться идеями и методами исследования. Разнообразие подходов позволяет взглянуть на объект с разных точек зрения и искать нетривиальные решения. Множество конференций и встреч, посвященных этой теме, проведены в ведущих научных центрах мира, таких как Европейское космическое агентство и НАСА. Эти кооперации приводят к значительному увеличению темпов исследования и количества получаемых данных. Совместные проекты позволяют проводить комплексные анализы, использовать новейшие технологии и ресурсы, которые в одиночку могли быть недоступны. Например, благодаря объединенным усилиям уже удалось провести дополнительные спектральные анализы и детальные съемки объекта, результаты которых продолжают поражать исследователей. Тем не менее, международные дискуссии не всегда идут гладко. Разногласия в гипотезах и интерпретациях данных иногда порождают споры, но именно через эти обсуждения часто рождаются новые идеи, которые ускоряют процесс понимания. Влияние таких дискуссий на науку трудно переоценить. Они создают атмосферу творчества и открытий, где каждый новый шаг приближает нас к пониманию объективной реальности. В итоге, независимо от результатов, марсианский гость уже оставил значительный след в истории науки, продемонстрировав, насколько важно международное сотрудничество для решения космических головоломок. Какую новую информацию откроют для нас эти усилия? Узнаем в ближайшем будущем. Обращаясь к истории астрономии, можно отметить, что марсианский гость далеко не первый объект, поставивший ученых в тупик. В начале 20 века астрономы заметили аномальное движение кометы, которое неожиданно сменило траекторию, едва приблизившись к Юпитеру. Это необычное поведение заставило экспертов предположить, что комета могла столкнуться с невидимым объектом, возможно, неким крупным телом искусственного происхождения. Теории оставались лишь гипотезами, но данный случай вызвал значительный интерес к поиску таинственных объектов в космосе. Еще один пример. В 1918 году, когда астрономы заметили странную структуру на поверхности Венеры. Визуально она напоминала гигантскую лестницу или сеть линий, которую тут же окрестили венерианскими сетями. Несмотря на многочисленные экспедиции и исследования, природа этого явления остается необъясненной. Скептики утверждают, что это всего лишь оптическая иллюзия, но многие уверены, что это следы некой цивилизации. Подобных случаев в истории астрономии немало. Объекты, чье происхождение до сих пор остается загадкой, периодически ставят под сомнение наши знания о Вселенной. Каждый такой феномен подчеркивает необходимость дальнейшего изучения и поиска ответов. Сегодня внимание приковано к марсианскому гостю, и его сравнение с прошлыми аномалиями позволяет увидеть, насколько велик потенциал для новых открытий. Вполне возможно, что, изучая его, мы вскоре раскроем одну из величайших тайн космоса и найдем ключ к пониманию нашего места во Вселенной. Но какие неожиданные повороты и открытия ждут ученых в будущем, остается только гадать. В будущем исследования марсианской орбиты обещают быть еще более захватывающими и плодотворными. Ученые планируют серию новых миссий для детального изучения марсианского гостя и его окружения. Одним из первых шагов станет запуск зонда, который будет снабжен самыми передовыми инструментами для анализа химического состава объекта. Эти данные позволят уточнить гипотезы о его происхождении и возможных функциях. Предстоит проделать тонкую работу, чтобы обеспечить точное позиционирование зонда и его взаимодействие с загадочным объектом.
то время как подготовка к миссиям идет полным ходом, международные команды продолжают анализировать все доступные данные с помощью суперкомпьютеров. Моделирование орбитальной динамики и взаимодействие с окружающим пространством даст возможность выдвинуть более обоснованные теории о стабильности орбиты объекта. Такие результаты помогут предугадать, как объект будет вести себя в ближайшие годы и каким образом можно его изучать более эффективно. Кроме того, планируется использовать мощные радиоантенны и телескопы для изучения любых сигналов, исходящих от объекта. Возможно, эти исследования смогут выявить наличие каких-либо активностей или процессов. Данные о возможных излучениях или изменениях в объекте станут важным шагом к пониманию его природы. Пока ученые продолжают собирать и анализировать информацию, правительство и частные компании разрабатывают планы по созданию долговременных исследовательских баз на Марсе. Эти базы станут ключевыми пунктами для изучения Марса и его загадок, включая и марсианского гостя. Они позволят ученым проводить более комплексные исследования и эксперименты, что в перспективе может привести к открытию новых фактов о марсианских аномалиях. Дорога впереди долга и полна открытий, но находка объекта на орбите Марса лишь укрепила решимость человечества разгадать тайны Солнечной системы и сделать новые шаги в исследовании космоса.